Здоровенький. Тут такое дело. Сегодня я хотел бы поделиться некоторыми наблюдениями и открытиями, которые я сделал во время работы над мангой и другими проектами. Пройдемся по пунктам, как создать персонажа, подготовить датасет, как обучить лор и начать делать свою манхву или мангу. Недавно я выпустил первую главу по своей манхве или вебтуну, если так будет проще. Это было создано через GPT с моими правками, поэтому это немного не тот способ, о котором я хочу рассказать, но в нем присутствует большая часть из того, как я подготавливал материал к этой работе. Сегодня мы рассмотрим способ, который не требует от вас подписок на сервисы, все можно сделать самому. Также я могу предложить вам использовать мои модели, которые я уже обучил. Единственная просьба — это указывать авторство, если будете выкладывать что-то в открытый доступ. Сегодня я хотел бы разобрать 3 этапа подготовки к работе, но скажу сразу, это тоже не дает вам стопроцентную гарантию на успешный результат. Для начала определимся с тем, что вы будете делать. Нам нужно создать несколько персонажей, будь то эльфы, демоны, сказочные существа или просто люди. Сперва вы всегда собираете датасет. Поясню на простом языке. Датасет — это набор картинок, которые вы будете использовать для обучения нейросети. В нашем случае для создания образа персонажа, чтобы он всегда выглядел одинаково. Это сложно, но за год практики у меня получилось добиться хороших результатов. Сперва вы делаете рендер того, что вам нужно. Возьмем как пример Лилит, мою самую популярную модель на Свитае. Это обычный образ суккуба в определенной одежде с определенным дизайном рогов и крыльев. Я перепробовал много разных чекпоинтов, от Anime Giant до Black Magic Pony, пока окончательно не остановился на Illustrious. На мой взгляд, это лучший чекпоинт для работы с аниме-артами и создания манхвы или манги в цвете. Если у вас есть другие варианты, то напишите об этом в комментариях, я с удовольствием их попробую. Далее промпты. Старайтесь писать в лоб каждую деталь, которую вы хотите изобразить. Используйте референсы и не бойтесь экспериментировать. Например, я сделал для Lilith более 5 тегов только для рогов. Это и Curved Horns, и Demon Horns, и просто Horns, ну и так далее. После чего через Image to Image во вкладке Sketch я исправляю неровности. И опять же фиксирую образ, собрав 20-30 артов, я решил воспользоваться Свитай для обучения лора. Это такая штука, которая позволяет вам упаковать набор тегов в один файл, а затем использовать его поверх чекпоинта. Возможны конфликты, поэтому однозначно верного решения нет. Когда вы все соберете, то вам предложат выбор из 10 эпох обучения, если брать стандартный CVTI. Можно обучать и локально, но у меня не вышло, поэтому я буду позже пробовать, чтобы полностью отказаться от сервисов. Одной из ключевых ошибок было это неправильный подбор тегов. На просторах интернета я наткнулся на тонны роликов, где то автор не хочет отвечать на вопросы, то он несет какую-то чушь, от которой кровь идет из ушей. Но сейчас не об этом. Я тоже могу ошибаться. Однако я выработал определенный паттерн, по которому результат, пусть не идеальный, но близкий к задуманному. Меня интересовал конкретный вопрос, как сделать так, чтобы персонаж был в одной и той же одежде, с одним и тем же образом. Тут кроется подводный камень. Если вы укажете одежду в промпте, то она может изменяться при рендере, но если не укажете, нейросеть может не понять, является ли она частью образа. Мне пришлось сделать несколько моделей, чтобы проверить, как это работает. В одном случае я не указал одежду и получил Лилит всегда в черном готическом платье, потому что весь датасет был построен на этом. Однако, когда я пытался изменить одежду, нейросеть продолжала возвращать мне то самое платье, и тогда я понял, если не указать одежду, она привязывается и к другим тегам, например, суккубус. Но это не уникальный тег, он уже может быть встроен в сайт чекпоинт. Тогда меня осенило, а что если использовать имя персонажа как якорь, и все остальное как дополнение? Я сделал несколько рендеров с уже обычной лора и использовал тег Succubus Lilith как якорный, а остальные детали Silver Hair, Horns, Gothic Dress, ну и так далее. Результат меня удивил. Персонаж стал более стабильным, но тут тоже важно учесть, что нужны именно уникальные теги, иначе, возможно, будут конфликты. Когда все подготовлено, я прогоняю эту модель в несколько этапов. Первым делом я прогоняю все эпохи, чтобы выбрать лучшую. Забавно, что не всегда 10-я показывает лучший результат, иногда это может быть и 8-я, и 2-я. Затем я хочу определиться со стилем и с чекпоинтом, и тут я прогоняю модель через каждый стиль и каждый чекпоинт. И затем, в завершение, когда уже определившись со всем предыдущим, я делаю финальный стресс-тест. Рендер в разных условиях, то есть свет, позы, фон, проверка устойчивости образа с множеством тегов и с одним якорным. Если все сделано правильно, то персонаж будет отображаться стабильно. Если нет, то я возвращаюсь на шаг назад и пробую другие подходы. Я не даю универсальных решений, просто делюсь, как это работает у меня. И когда у вас будут лора ваших персонажей, то наверняка вы зададитесь вопросом, как когда-то и я, если я буду указывать полностью все теги персонажа, как он поймет, что именно тот персонаж, что мне нужен.
И вот тут я попробовал несколько подходов, однако один из них меня неплохо удивил. Для манги или вебтуна я всегда использую style off и заключаю это в квадратные скобки. Я не нашел нигде объяснений, что в Stable Diffusion означает квадратный оборот, но если круглые скобки это приоритет, то я подумал, а что если квадратный это может быть группировка? Тогда я стал пробовать выделять теги в группы, например, character A is style of и наша Лора Лилит, то есть и затем Суккубус, Лилит и так далее. Тогда, когда я добавил еще одну группу в prompt character B is a boy, brown hair и так далее, то получил обработку лора только первой группы. И так как у меня получилось два абсолютно разных персонажа в одном кадре, не без конфликтов и артефактов, но результат начал проясняться, оставалось только разобраться в деталях. Получилось так, что я указал общую картину. Например, манга пейдж, нарратив сцен, 3 panels. Это все, что касается самой сцены. А затем я пишу уже two characters и выделяю их как character A и character B. У меня нет подтверждения тому, что это работает именно так, но у меня получилось, и результат перед вами. В завершение я хотел бы поделиться еще одной приятной фишкой, которой почему-то я не пользовался ранее. Это Style Group. Дело в том, что Stable Diffusion поддерживает возможность упаковки тегов, поэтому зачастую мой промпт выглядит так. Да, вам может показаться это странным, но на деле у меня есть группы, там, Stale Manga, Character Lilith, и обе группы в себе собирают базовые теги для стиля манги и персонажа Lilith. Я лишь дополняю в промпт что-то поверх базиса. В нашем случае можно указать тип сцены, камеру, положение и так далее, но основной образ будет внутри этих групп. Возможно, для кого-то это было очевидным, но я напрочь игнорировал это почти год, и вот только сейчас начал создавать такие группы. Дополнительно под роликом я, конечно же, поделюсь ссылкой на все мои стайл-групп, которые я использую для тестирования лора или базовые образы вне персонажей. Также хотелось бы напомнить, что при обучении лора стоит учитывать размеры и картинок. Чаще всего это 512 на 512, либо 512 на 768. Но для более высоких моделей его может потребоваться 1024 на 1024 и 1024 на 1536. Смешивать все подряд не самая лучшая идея. Лучше придерживаться одного формата для стабильности модели, либо четко распределять датасеты по размерам. Затем еще хотелось бы поговорить об одной полезной технике. Это точный пререндер персонажей внутри готовой сцены. Я обычно делаю так. Сначала я генерирую полноценную сцену, например, два персонажа разговаривают, один сидит, второй стоит, ну и так далее. Затем я беру этот результат, выбираю нужного персонажа пером через выделение и прогоняю только этот участок через свой промпт плюс лора конкретного персонажа. Так удается сохранить общий фон и композицию, но при этом добиться правильного образа и устойчивости для персонажа. По сути, это ручная корректировка, но не перерисовывает все целиком, а только нужные детали, оставляя основу стабильной. Ну а на этом, пожалуй, все. Если вы смотрели ролик до конца, то могу сказать только спасибо. Возможно, кому-то это окажется полезным, а значит, я сделал это не зря. Делитесь своим мнением в комментариях, я постараюсь ответить на все вопросы, если они будут. Ну а я с вами прощаюсь. До скорых встреч.